Привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас план работ на день такой. Вот здесь у меня стоит 2 больших горшка. И я купила 4 огурчика. Покажу вам название чуть позже. Люблю я свои домашние подножные огурцы. Они намного вкуснее, чем в магазине. Сегодня, какое число-то у нас? 2 июля. Они небольшие сейчас росточки, но они будут расти нормально. Но первое, что нужно сделать, это освободить эту территорию от вот этих цветочков. У нас их называют шток-роза, кто-то их называет мальва, потому что на листиках у них и белокрылка пожирает их, и еще там какие-то вон заболевания, желтеют листики. В общем, очищаем территорию, чтобы огурцы наши не болели. Когда-то я сюда посадила семена, уж больно мне понравились. В городе у некоторых людей растет. И я посадила. А теперь оно просто в диком виде тут растет, как ему нравится. Так, а в прошлом году я даже не помню, что у меня в этих горшках росло. Вот даже не помню. У нас, как всегда, чудесная погода. Так, что это такое у меня? Это старая гофр накопал, но это старенькая. Чудесная погода. 26, что ли, градусов. У нас это очень комфортно, потому что у нас воздух сухой, влажности у нас высокой, как это бывает на восточном побережье, у нас такого нет. Калифорния — это просто рай на земле. Но все равно кому-то нравится и Флорида. Для меня во Флориде жарковато жить. Мне здесь очень нравится. И во Флориде, мне кажется, там людей очень много. Я тоже как-то не сильно люблю, чтобы было много людей вокруг меня. Не знаю, там в Европе все страдают от аномальной жары. А у нас прекрасная погода. И думаю, как же хорошо, что мы здесь живем. В Калифорнии, кстати говоря... Ой, запыхалась. В Калифорнии не так часто вы встретите дома с кондиционерами. Потому что жары здесь такой особой как бы и не было никогда. Вот. Сейчас люди начали устанавливать кондиционеры, потому что климат поменялся, стало более жарко. Мы тоже поставили кондиционер, а так только вентиляторы в основном у людей. Следующий этап — подготовка горшков. Тоже пока уберем. Так, этот горшок подтащим. Мне нужно выкопать из него землю. Так, здесь у меня чеснок был. Не дала я ему нарасти. Стрелки он еще не пустил. Но я его, знаете, сажала не для еды, а так, для пользы ради, для земли. Пока что его выкопаем. Так, нормально. И теперь солома у меня сверху была прикрыта. Но тоже пока ее здесь положим, она пригодится. Все пригодится. Листья какие-то вот прошлогодние. Так. Земля здесь в этом горшке не очень, поэтому я хочу сделать ее получше. Ох, здесь как интересно.
чеснок. Прямо семейка чесночная. Так. Сложим сюда ведро. Ох, пахнет чесноком хорошо. Заодно проверим наличие червей. Если червей много, то хорошая земля. Как у меня в моем огороде, где растут томаты. Там, если копнешь, сразу 20 червей. Настолько хорошая земля. Вот еще одна головка чеснока, прямо много. Так, чеснок здесь хорошо рос. Так, ну земля не сказать, что прямо жесткая. Корешков много я вижу. Очень даже замечательно. Так, еще какой-то тут чесночина нарос. Так. Да, земля неплохая. Я думала, будет все гораздо хуже. Я всю ее выкапывать не буду. Так, но довольно много мне нужно ее выкопать. Может быть, 2/3 горшка. Ох, как хорошо. Как приятно возиться с землей. Я когда маленькая была, мне это было неинтересно, совсем неинтересно. И можно сказать, что в деревне, ой, нас заставляли. Отец, я помню, заставлял нас полоть огород. Каждый день 2 часа работать заставлял. И мне это жутко не нравилось. Но бабушка была очень старенькая, его мать. И вот мы, конечно, помогали немножко, не сильно. Дети же. Утром встал, позавтракал, и все, и гулять. Так, ну вот здесь я вижу, что дренаж-то неплохой здесь. Очень даже неплохо все. Земля была вот это, знаете, как мульча мелкая, то есть опилки, древесные опилки. Но на самом деле это неплохо. Единственная проблема – эта земля хорошо работает на 2-й, на 3-й год. На 1-й год она вообще не работает, потому что она пустая, в ней нет особо ничего. Вот как я вот сейчас раскопала. Так, кого я тут вижу? Так. Это точно не червяк. Какое-то насекомое колечком свернулось. Так, а вообще-то я могу до конца, почти до конца все здесь убрать. И, может быть, на дно положить шишки. Корни какие-то еще. Так. Сейчас немножко шишек соберу, положу на дно. Для дренажа. Ой. Итак, про деревню. Бегали там все время, жарко было. А жарко было, ну там влажность все-таки в Беларуси. Так, теперь кладем вот сюда гнилушки. Наши гнилушки на дно. Всякие разные. Жарко там было. Мы бегали, помню, купаться очень часто. А так особо... Ну, что мы там в деревне делали? Мы приезжали с севера. У нас сильнейший был авитаминоз, потому что никаких фруктов на севере практически не продавали. И овощи были плохого качества. Но мать моя как-то умудрялась что-то готовить из того, что там, ну, готовила она традиционную такую особо еду. Сильно не парилась. Так, положим, это у нас цветы были здесь, как же они называются, дэфодил или нарцисс, по-моему, да, нарцисс. И вот остались засохшие, положим сюда тоже. Это будет у нас органика. Присыпем немножко землицей. Так, солому эту тоже сюда. Или сено, я не помню, что это было. Солома, сено. Так, немножко еще земли.
И сейчас очень важный ингредиент я сюда положу для питания моих огурцов. Вот здесь у меня такое старое-старое гнилое трухлявое дерево. И вот я набираю в качестве удобрения, будем использовать как углерод. Так, мне нужно на 2 горшка под огурцы. Но на самом деле много сильно не надо. Ну так, все равно немножко возьмем. Так, теперь возьмем гнилушки, которые уже у меня с триходермой. Тоже добавим сюда. Так, 2, 3. Это вообще у меня кора старого дуба. Прямо из дырок повылезали какие-то жуки. Надеюсь, что они уже дохлики. Так, я думаю, хватит. Ой, вот этот хороший кусочек прямо с такой гнильцой. Накрываем. Так, а вот мой секретный ингредиент моего секретного ингредиентного сада. Овощи, очистки. Вот листик салата, перец, дыньку я доедала. Она такая сладенькая, как раз для бактерий то, что надо. Морковка. И даже картошка. Немножко начала там одна гнить. Это все будет очень классным питанием. Так вот про деревню-то, что же я хотела вам рассказать-то. Вот я сейчас поражаюсь, как бедно жили люди в Беларуси. Это просто какой-то ужас был. И самое интересное, что вот мои бабка и дедка, да, жили в деревне. Так, теперь сверху накидываем. Они были очень старые. У них было 4 детей. И это все были сыновья. Значит, и девочку одну они воспитали, это была их племянница. Поскольку у них долго не было детей, то они взяли на воспитание. У моего деда, у брата было много детей. И они попросили девочку на воспитание. Ну, в той же самой деревне, знаете. Вот, и она жила с ними. Она как старшая сестра моему отцу. Вот, и в какой же бедности они жили. У меня такое было ощущение, что за многие годы их жизнь-то не улучшилась вообще. За многие-многие годы. Так, несу сюда огурцы и продолжу вам рассказывать.